Привет, меня зовут Стас Быков. Сегодня я вам покажу, как создать сайт на WordPress на виртуальном сервере. Благодаря данному видео вы сможете создать сайт в пару кликов без специальных знаний и навыков программирования. А также вы поймете, что создавать сайты на VDS это просто, достаточно проделать это один раз. Погнали! Я уже записывал несколько видеоуроков о том, как развиваю свои проекты на хостинге SpaceWeb, а сегодня давайте рассмотрим именно виртуальный выделенный сервер. Есть несколько причин также, почему необходимо переходить уже на виртуальные сервера, да. Вы знаете, что на хостинге, когда мы с вами регистрируем аккаунт, то вместе с нами есть и другие пользователи. И мощности хостинга вашего тарифа, они ограничены. Здесь же вы будете использовать полностью все ресурсы выделенного виртуального сервера. Ну и, конечно же, на хостинге это стандартная конфигурация, то есть ее изменять нельзя. Здесь это для продвинутых администраторов, кому интересно, да. Здесь вы можете настраивать уже конфигурацию сервера на свое усмотрение. Вообще у меня есть отдельный полноценный видеоролик про VDS. Здесь в подсказке он вылезет, можете посмотреть. А мы с вами давайте продолжим. Итак, выбираем с вами KVM 10 тоже достаточно для маленьких проектов, но я бы рекомендовал все-таки брать с запасом ресурсы, поэтому KVM 20 мы с вами берем, и здесь необходимо сейчас выбрать параметры. Один из них это дистрибутив, берем Ubuntu 20.04 LTS, ну и панель управления, которая поможет нам с вами визуально просто управлять нашим виртуальным сервером. Выбираем здесь ICP Manager. Можно выбрать Light, то есть до 10 сайтов есть возможность там размещать. Дальше у вас здесь оплата также будет со скидкой, если вы перейдете по ссылочке в описании, там промокод SUPERSTAS. Ну и дальше мы с вами выбираем оплата год или месяц. Давайте я сделаю на месяц, потому что это тестово буду вам показывать. Нажимаю здесь выбрать. Сейчас уточняющие данные, то есть нам нужно с вами ввести почту для регистрации. У меня есть промокод SUPERSTAS, он применился. Дальше дата-центр, СПБ или Москва, выбирайте, где вам удобнее, комфортнее. Дальше согласиться с правилом предоставления услуг, нажимаете «Я не робот», смотрите цену со скидкой и дальше нажимаем с вами «Заказать». Все, благодарим за заказ, аккаунт успешно создан. Нажимаем здесь «Войти в панель управления». Вам на почту сейчас придут данные также для входа. Попадаем с вами в панель управления. Здесь смотрим все характеристики сервера. Дальше нажимаем «Заполнить реквизиты». Я заполняю на физическое лицо. Вы можете выбрать или юридическое, или индивидуальный предприниматель, как вам удобнее. Все, данные заполнены, сейчас они обрабатываются. Все в режиме реального времени показываю, как есть все шаги полностью у вас на экране. Все данные у нас с вами сформировались. Здесь необходимо будет подтвердить свой номер телефона. Отлично, номер также подтвержден. Теперь слева выбираем с вами финансы. Здесь мы видим как раз сумма, да, которую необходимо оплатить. Выбираем удобный способ оплаты и оплачиваем. И оплата у нас проходит. Нажимаем здесь «Завершить». Все это сопровождается также письмами на вашу почту, которую вы указали при регистрации. Теперь давайте переходим слева. Вот здесь выбираем виртуальный сервер, VPS, управление. Он создается. Но немножечко нужно подождать. Сейчас будет создание. И мы сможем зайти на наш виртуальный сервер через ICP Manager. Итак, минут 10-15 буквально прошло. Здесь появилась ссылка для входа. Нажимаем с вами «Скопировать ссылку» и вставляем в новой вкладке. Также можно из письма тоже перейти. Там же есть и логин, и пароль, который мы сейчас будем с вами вводить. Итак, переходим по данной ссылке. Она у нас открывается. Здесь видите, имя у меня root. И также пароль тоже вставляю, нажимаю «Войти». Скроллим вниз. Нам нужно принять соглашение. Нажимаем «Согласен» и попадаем в панель управления. Теперь это у нас второй шаг, то есть здесь нам нужно с вами добавить нового пользователя и создать сайт одним кликом, буквально галочку просто поставить. Здесь, конечно, большой функционал, но давайте я вас буду ориентировать. Мы переходим слева «Пользователи», далее справа вверху нажимаем «Создать пользователя», вводим логин. Я сейчас уже подготовил, то есть user Стас будет. И дальше нужно обратить внимание на поле пароль. Здесь пониже, где красная звездочка, тоже пароль вставляем. Скроллим вниз, и вот здесь, где доступы, ставим галочки везде, кроме shell. То есть shell нам сейчас использовать не нужно. То есть
4 галочки поставили. Чуть ниже опускаемся. Давайте я себя отодвину, чтобы было видно. Вот здесь вот кодировка домена UTF-8. Тип обработчика оставляем. И версии тоже на данный момент у меня такие 7.4.3. Затем нам нужно с вами нажать «Далее». Здесь смотрим имя FTP пользователя, дальше домен сайта. Если у вас доменное имя уже есть, у другого регистратора, может, покупали, то там нужно будет IP-адрес прописать, ENS сервера с веба. Если нет, то просто заходите обратно в панель управления. Здесь переходим домены, мои домены. Нажимаем «Зарегистрировать доменное имя» и подбираем домен. Здесь вводите, ну, например, давайте Быков Стас Docs 2.ru. То есть домен, конечно, нужно подбирать под ваш бизнес, под ваш бренд. То есть нажимаем «Выбрать». Видите, здесь уже стоимость 199 рублей в год. Выбираем доменную персону, нажимаю «Зарегистрировать». Домен у меня уже есть, а в другом аккаунте я просто его перенаправлю. Давайте покажу, как перенаправить, если у вас уже есть домен. То есть здесь на 3 точки нажимаете, потом DNS. И сейчас здесь просто прописываем IP-адрес, как раз который у вас у виртуального хостинга. Он есть также и в письме. То есть вот здесь вот запись, видите, нужно редактировать. Я просто меняю на IP-адрес виртуального сервера. Здесь тоже меняю, нажимаю «Сохранить». То есть мы сюда его вписываем. Давайте я сюда вписываю тот домен, который у меня уже есть. Дальше выбор скрипта. Вот здесь как раз нам нужно с вами выбрать, какой движок мы будем устанавливать. Вспоминайте компоненты сайта, да? Выбираем с вами WordPress. Далее здесь нажимаем «Далее». Проверяем все данные. Пользователь, сайт, почтовый домен и FTP. Нажимаем «Завершить». Сейчас у нас с вами создается пользователь и сразу же, обратите внимание, создается сайт на WordPress. Все, теперь у нас с вами пользователь создался, сайт тоже. Давайте проверим. Для этого нам нужно просто ввести домен, который мы указывали. Переходим. Все, как видите, сайт создается буквально даже в 2 шага. Все остальное сейчас мы будем с вами настраивать и делать ускорение. Поздравляю, вы уже на половине пути к успеху. Итак, давайте проверим, как же зайти в админку. То есть здесь вот мы слева заходим мониторинг и журналы. Дальше уведомления. Здесь вот слева. И далее нам нужно вот запущена установка приложения WordPress. Мы щелкаем 2 раза и видим здесь логин администратора и пароль. Для того, чтобы нам зайти здесь в админку, мы можем, во-первых, опуститься вниз, вот здесь логин нажать, ну или просто wp-админ сверху написать. Здесь я пишу админ и дальше вставляю пароль, который мы только что с вами посмотрели. Все, отлично. Здесь же можно обновить e-mail администратора, если он вас не устраивает. То есть меняйте на свой рабочий, который у вас сейчас есть. Ну и дальше язык тоже можно, естественно, поменять. Я ставлю русский, нажимаю Save. И сейчас у нас с вами язык также поменяется. Видите, все стало по-русски. Итак, второй шаг у нас с вами готов. Переходим к следующему. Как вы заметили, у нас сейчас сайт работает без сертификата безопасности. Я бы вам и рекомендовал его сделать. Это 3-й шаг, давайте его выполним. Снова заходим в ICP Manager. Далее слева выбираем сайты. Здесь справа 3 точки. Изменить. И давайте с вами вот здесь вот в поле SSL сертификат, видите, не используется. Нажимаем, выбираем новый бесплатный от Let's Inscribe. Сейчас нажимаем «Сохранить». Здесь поднимаемся вверх, выбираем Wildcard сертификат, также на поддомены, чтобы сертификат работал. И нажимаем «Выпустить». Сейчас сертификат выпускается, буквально там 2-3-5 минут придет уведомление, и можно будет переводить уже сайт на сертификат безопасности. Также переходим с вами мониторинг и журналы слева, вот уведомления. И здесь сейчас ждем, когда установится сертификат. Обновляем журнал уведомлений и видим, что появилась новая запись как раз по сертификату. Заходим туда и видим, что нужно создать 2 TXT записи. Для этого снова возвращаемся с вами в панель управления хостингом, да, и здесь, где вы приобретали домен или у регистратора, заходите в настройки DNS и здесь добавить запись.
И внимательно сейчас смотрим вот эти записи. Первая запись вот до доменного имени, видите, Acme Challenge. Дальше bykovdocs.ru. Вот как раз то, что до точки я беру. Давайте сейчас на экране покажу. Видите, вставляю вот эту первую часть, потом bykovdocs.ru это домен. Дальше выбираем тип txt и копирую значения, которые у вас вот после txt указаны, то есть до запятой. Копирую, возвращаюсь, вставляю значение, нажимаю сохранить. И обязательно также второе значение тоже нужно будет сделать. Снова добавить, возвращаемся в уведомления. Опять же вот этот поддомен. Вставляем. Дальше txt обязательно выбираем. И снова копируем значение. Так вот. Раз. Вставляем. Нажимаем сохранить. В итоге у меня две txt записи со значениями для поддомена Acme Challenge. Итак, мы с вами почти все сделали. Смотрим, получение будет возобновлено в 16:59, то есть буквально минут через 20-25. Здесь нажимаю сохранить и ждем уведомления, когда будет написано, что сертификат получен. Обновляем еще раз страницу и видим, что сертификат получен успешно. Давайте сначала его проверим, то есть заходим на наш сайт. И здесь вот в начале в строке адреса пишем HTTPS. Вот так вот. Двоеточие, дальше две наклонных линии. То есть вот так вот должно быть написано, нажимаем Enter. Смотрим, если сайт открывается, здесь появился вот такой вот замочек, тогда сертификат успешно работает. И давайте перенаправим весь сайт, все его страницы в автоматическом режиме на сертификат безопасности. Для этого мы снова переходим с вами в панель управления. Здесь сайты, дальше три точки изменить. Далее опускаемся вниз, дополнительные настройки, чуть скроллим вниз и перенаправить HTTP запросы в HTTPS. Ставим галочку, нажимаем сохранить. Все, теперь возвращаемся на наш сайт, переходим по страницам, видим, что сертификат открывается. Давайте, если мы просто HTTP сделаем, нажимаем Enter, видим автоматическое перенаправление. Я вас поздравляю, мы с вами сделали сайт, мы настроили сертификат безопасности. Теперь сайт в рабочем состоянии и предлагаю перейти к четвертому шагу, это ускорение нашего сайта. И сейчас, чтобы начать реализовывать четвертый шаг, это ускорение сайта, снова заходим в панель управления. Далее здесь нам нужно выбрать с вами настройки, конфигурация ПО и далее веб-сервер 3W. Можно два раза щелкнуть, заходим в настройки. Смотрим, чтобы у нас Nginx был активен. Это для снятия нагрузки на сервер. Он используется. И также мы подключим ускорение загрузки страницы в самый низ. PageSpeed модуль. То есть тоже галочку ставим. А теперь нажимаем с вами сохранить. После того, как мы сохранили, нам нужно с вами зайти в настройки сайта. В принципе, можно опять три точки изменить или два раза тоже кликнуть. Вариант допускается. Скроллим вниз, вот здесь открываем, где оптимизация и защита DDoS. Выбираем PageSpeed модуль. Именно для этого сайта также активируем. Нажимаем сохранить. Отлично, следующий, третий момент. Нам нужно с вами перейти в настройки веб-сервера. И вот здесь поставить галочку «Включить HTTP на 2». То есть это ускоряет передачу контента от сервера к пользователю, к посетителю. И здесь нажимаем с вами «Сохранить». Третий момент мы с вами сделали, который также помогает ускорению сайта. И теперь самые главные фишки, которые помогают в том числе и в работе сайта. Снова заходим с вами в сайты. Дальше два раза кликаем. И здесь раскрываем оптимизация и защита от DDoS. И здесь мы с вами что делаем? Это уровень сжатия. Ставим оптимальное значение 5. Далее настроить кеширование. Вообще Google рекомендует полгода ставить, но давайте сделаем минимальное значение, например, день и 30. То есть 30 раз в 30 дней будут обновляться все статичные картинки на сайте, в том числе, да. Ну, это так, надо смотреть, если у вас динамичный контент, там сайт, новостей, постоянно все обновляется, можно это значение убирать. Но поставьте 30, в принципе, для старта будет нормально. Ну и
на этом, в принципе, все. У нас в целый комплекс получился по ускорению, по оптимизации. Нажимаем с вами «Сохранить». Давайте зайдем на сайт, посмотрим, как он себя чувствует. Shift F5, сбросим кэш. И, в принципе, все, сайт у нас с вами заработал. Давайте проверим. Есть несколько ресурсов, я тоже ссылки на них оставлю в описании, чтобы проверить, как сейчас сайт работает. В идеале, конечно, можно было проверить еще до этой оптимизации, но надо смотреть уже индивидуально, потому что шаблоны также могут быть разные и значения тоже отличаться. Проверяем здесь, вписываем адрес сайта, случайно из России, и в это время можно на втором сервисе тоже проверить. Нажимаю «Анализировать». Сейчас используется стандартный шаблон WordPress здесь, поэтому, в принципе, нагрузка небольшая, но, тем не менее, она бывает. Сейчас мы смотрим доступность сайта из разных частей мира, то есть размер страницы, видите, 27 килобайт, сжат до 6 килобайт, то есть 77% есть сжатие. И получается, что пользователь будет быстрее получать информацию с вашего сайта. Мы видим, сжатие везде есть, открытие сайта за доли секунды происходит. И также давайте у спид-теста посмотрим производительность 100%, все значения практически в нуле, там ну, вот 1,2 секунды, то есть все отлично работает. То есть сейчас мы с вами комплексно подошли к этому вопросу и сделали оптимизацию нашего сайта. Ну и пятый шаг — это непосредственно уже наполнение контентом, то есть название сайта здесь. Пишем Стас Быков, но я пишу для своего сайта, для своего нового проекта, да. Тут учебные материалы, bykovdocs.ru. Также e-mail сделайте свой актуальный, нажимаю «Сохранить». И у нас все изменения, видите, Стас Быков учебные материалы появились здесь. Нужна новая запись, нажимаем «Добавить запись». Дальше тестовая статья, пишем здесь. Нажимаю «Опубликовать», «Опубликовать». Все, статья уже появилась у нас с вами на сайте. Давайте посмотрим. Нажимаю здесь «Посмотреть запись». Вот, на главную страницу уже две записи: Hello World и тестовая запись. То есть легко, просто наполнять информацию. Конечно, здесь можно поменять дизайн, здесь нужно сделать главное меню. Об этом, если хотите, я могу записать отдельное видео, в комментариях напишите. Сейчас моя задача показать вам, что сайт запущен. Сайт полностью оптимизирован и ускорен, то есть его работа оптимальна. И вот за эти 5 шагов, которые я вам показал от и до, как выполнить, мы с вами сделали полноценный ресурс, который уже в рабочем состоянии. Если у вас на протяжении этих 5 шагов будут какие-либо вопросы, вы можете задать их в поддержке, то есть вот здесь в личном кабинете. После регистрации вы можете написать в техническую поддержку, задать вопрос, вам также помогут. Еще дополнительно есть возможность бесплатного переноса на VPS-сервер. Такая услуга тоже есть, то есть вам могут бесплатно перенести ваши сайты на VPS-сервер. Тоже здесь можно оставить заявку. Я ссылки на данные страницы оставлю в описании под этим видео. Там же будет и промокод на скидку. Поэтому переходите, регистрируйтесь и создавайте себе сайты, развивайте проекты на виртуальном выделенном сервере. Все необходимые ссылки вы найдете в описании под этим видео. Переходите и создавайте свои интернет-проекты. Если есть вопросы, задавайте в комментариях под этим видео. А с вами сегодня был Стас Быков. До новых встреч. Пока. Пока.